Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Кипра. Сегодня мы с вами будем говорить, или точнее подведем итоги уже прошедшего 2025 года и будем говорить о провинции Никосия, куда входят, сейчас даже не скажу, наверное, 5 или больше крупных населенных пунктов или же города-муниципалитеты они называются. Посмотрим, что произошло с недвижимостью в данном регионе. Будут краткосрочные процессы длиной в 1 месяц, будем разбираться, то есть период сравнения будет у нас ноябрь с декабрем и декабрем месяцем 2025 года. И, конечно же, в конце видео посмотрим, что было в декабре 2024 года с недвижимостью жилой. Будем сравнивать декабрь 2025 года. То есть 12 месяцев, такой большой период сравнения. Итак, друзья, как я уже обещал, буду менять сзади меня, это называется задний фон, так сказать, из своего быта картинки ставить из интернета. Это сад, который, в общем-то, просто великолепен. Сзади драгонфрут растет. Ну, в общем, сейчас я, так сказать, нахожусь уже в таких естественных для себя условиях, когда приятно выйти на улицу, тепло, солнышко светит, великолепный сад, прямо отдушина. Не думал, что у нас в старости лет так будет приятно смотреть на деревья, да, как они растут. Итак, друзья, переходим к просмотру слайдов, которые я любезно подготовил для вас благодаря статистическим данным компании Olymp Consulting. Опять же, можно говорить о рынке недвижимости, опираясь только на статистику, которую, еще раз повторюсь, мне предоставляет компания Olymp Consulting. Традиционно начну с того, что перед вами административное территориальное отделение острова. Кипр, он делится на южную и северную часть. Северная часть – это турки-киприоты, южная часть – это греки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим с вами о провинции Никосия. Она вот, видим, по своему, так сказать, размеру территорий, самая большая, вот это такое серое, видите, пятно. И единственное, будем говорить о городе-муниципалитете Никосия, это уже, так сказать, столица южной части острова Кипр. Это столица, наверное, единственная в мире, которая разделена на две части, между северной частью турками, киприотами и южной частью греками-киприотами. Ну, если еще есть какие-то такие столицы, напишите. Я вот где-то читал, что это единственный такой случай, когда столица, один город разделен, мы говорим про город Никосию, разделен на две части. Итак, сегодня мы говорим в целом о провинции Никосии, конечно, о городах, муниципалитетах, которые входят в данную провинцию. И вот на этом слайде мы уже видим, вот так Google Map отрисовывает границы провинции Никосия, да, это достаточно еще большое такое, это самая большая по территории провинция, и смотрим, что входят в нее раз, два, три, четыре, пять, шесть, я сказал 5, ошибся, да, 6 городов-муниципалитетов. В каждый город-муниципалитет входят еще некие агломерации небольших населенных пунктов, деревень, которые имеют административное подчинение к городу-муниципалитету. Но сегодня мы концентрируем свое внимание на именно городах-муниципалитетах. Это, естественно, муниципалитет Никосия, муниципалитет Агиос Дометиус, муниципалитет Страволос, муниципалитет Лакатамия, также город-муниципалитет Лация и город-муниципалитет Дали. Итак, вы знаете, сколько городов-муниципалитетов входит уже в провинцию Никосия. Следующий слайд, уже переходим к рынку недвижимости. Друзья, повторяю, что
на территории острова Кипр вы не найдете такой информации. Это уникальный контент, который я готовлю вместе с компанией Alim Consulting. Мы мониторим рынок недвижимости, не только жилой, но и коммерческой, и земельных участков с 1000, какой там у нас, чтобы не сказать, в общем, с 2019 года, да, 2019 год. Как только вот началась, помните, пандемия, да, как раз вот мы это самое начали мониторить рынок недвижимости, и я, собственно говоря, и собирался переехать на этот остров, но потом 2 или сколько там года, 3, это пандемия, потом война началась, в общем, попал в тюрьму длиною почти с 19 по 2024 год. Ну, хорошая история, 5 лет жизни просидеть вот это самое, в 4 стенах, да. Но бог с ним. Сейчас мы говорим о недвижимости в данном слайде муниципалитета именно Никосия. Также делится на недвижимость, делится на новое жилье и старое жилье. Новое жилье – это класс А и Б, отличается от старого жилья. Новые здания сооружения выполнены из энергоэффективных, энергосберегающих материалов, где, в общем-то, летом не жарко, а зимой не холодно. Напомню вам, что на Кипре нет отопления, но зато много солнца. А вот старое жилье – это С, Д, Е, Ф, но я буду в последующем называть это старое жилье, не буду перечислять классы. Это, в общем-то, уже старое жилье, менее энергоэффективные материалы. Зимой, говорят, холодно, хотя вот честно, я живу в таком жилье и ну, совсем не замерз по сравнению с городом Киевом. Это можно даже сказать, на юге находишься. Ну, так оно и есть. То есть старое жилье стоит дешевле именно в силу того, что выполнено из неэнергоэффективных материалов и, естественно, как говорят местные, зимой холодно, а летом жарко. Ну, летом я еще не жил, посмотрим. Итак, смотрим сначала на карту. Друзья, здесь очень быстро пройдемся, что в целом, расскажу, как пользоваться данной информацией. Апартаменты новые выросли в стоимости за 1 месяц на 0,68%. Друзья, в этом году муниципалитет Никосия и в целом, значит, все муниципалитеты, которые входят в провинцию Никосия, показали динамику роста. То есть в 2024 году, кто меня смотрит давно, можете посмотреть, есть в открытом доступе эти, мы наблюдали, как в целой, ну, в общем-то, по всем муниципалитетам, которые входят в провинцию Никосия, динамика снижения была. Сейчас это, в общем-то, динамика положительного роста. Итак, рост за месяц 0,68%. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья составила 2982 евро за квадратный метр. Но это вот сопоставимо примерно, друзья, с административными районами, которые в городе Киеве. Это Печерский район, Шевченковский центральная часть, Голосеевский центральная часть. То есть вот там примерно такая же стоимость, причем не нового жилья. Можно вполне купить эконом, комфорт-класс за эти деньги. То есть недвижимость недорогая. Не слушайте этих риэлторов, которые вам рассказывают, что это остров миллионеров. Ничего подобного. Дальше, друзья, старое жилье подорожало за месяц очень сильно на 1,25%. Здесь стоимость, мы видим, 1924 евро за квадратный метр. Но вполне бюджетно. Я думаю, что в довоенные города, такие как город, ну, Одесса, наверное, город Львов точно, могли бы позволить люди по себе приобретение такой недвижимости по таким, в общем-то, по такой стоимости. Конечно же, есть виллы, но в этом видео мы говорим о многоквартирных домах. То есть здесь сюда не входят виллы. Виллы, конечно, есть там и миллионы, и десятки миллионов. Сейчас мы этот сегмент не рассматриваем. Вы также можете посмотреть, друзья, внизу вот здесь на экселевские данные, такая табличка, да, насколько много локаций в городе, муниципалитете Никосия. То есть вот здесь они все перечислены.
Это официальная статистика, я ее взял со службы статистики острова Кипр, южной его части. То есть она в открытом доступе есть. Но я имею в виду административное деление города, муниципалитета вот на эти локации. А вот эти данные, естественно, уже те, которые мы обрабатываем. Не везде есть рынок, как вы видите, но все равно, если вы посмотрите, разница от 3000 Агиос Андреас, ну, мой почти этот самый, как он, тезка, да, 3028 евро до самое низкое мы видим 1730 евро. В среднем, если мы смотрим красная вот здесь черта подытоживающая, в среднем по городу муниципалитету Никосия 2982 евро средняя стоимость квадратного метра, что показало динамику роста за месяц плюс 0,68%. Давайте посмотрим, что произошло в динамике за один год уже по целому, естественно, городу, муниципалитету. Вот этот вверху график рисунок показывает нам вот эту динамику роста. В общем-то, 2025 год прошел под знаком роста стоимости. И в среднем вы можете посмотреть, если обратите внимание, красная черта, подытоживающие данные, это у нас декабрь 2024 год, 2866 евро и 2982 евро, это вот здесь, да, вот, то есть мы видим, что за период 12 месяцев стоимость выросла на 4,02%. То есть вполне адекватно себя ведет рынок. Почему вполне адекватно? Когда мы будем основные макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики острова Кипр, рассматривать. Но это в конце видео. Досмотритесь. Я вам объясню, почему это адекватное поведение рынка. Следующий слайд. Здесь мы уже будем о старом жилье говорить. Я уже карту не буду вам показывать, ну, разбирать мы проговорили. Внизу видим, что красная черта 1924 евро стоимость квадратного метра в декабре 2025 года. В декабре 2000, это, я прошу прощения, в ноябре 2025 года 1900, то есть здесь сравнение у нас один месяц старое жилье, что показало рост на 1,25% за месяц. Но это, друзья, достаточно много. Также сейчас посмотрим, что произошло со старым жильем на протяжении года. Видим, что декабрь месяц, сразу вот здесь внизу будем смотреть красная черта, да, или красный шрифт. 1859 евро вот здесь на графике, эта цифра. И 1924 евро, это на графике видим декабрь 2025 года, что в целом показало рост на 3,47% за 12 месяцев. То есть старое жилье, видим, что подешевело 3,5%, а новое жилье подорожало, вернее, подорожало на 3,5%, а новое жилье, как мы уже разбирались, на 4 там, с чем-то процентов. То есть новое жилье более востребовано, и, естественно, стоимость квадратного метра растет быстрее. А следующий город, муниципалитет, друзья, это Агиос Деметиус. Здесь мы, друзья, видим, что, во-первых, вот так он выглядит на карте, отрисованный Google Map, да. Здесь у нас уже будет и новое, и старое жилье. Почему? Потому что в большинстве здесь присутствует, конечно, новое жилье, но старое жилье тоже есть, но оно в выборку попало так или иначе. Итак, за месяц рост плюс 0,90%. Видим, что средняя стоимость квадратного метра 2255 евро. И рост, как я уже сказал, если внизу вы посмотрите подытоживающие данные, плюс 0,90%. Также локации можете посмотреть, которые попали в выборку. Посмотрим, что произошло с данным муниципалитетом Агиос Деметиус на протяжении 12 месяцев. Декабрь 2024 год 2178 евро, декабрь 2025 год 2255 евро за квадратный метр, что показало также динамику положительного роста. Смотрим красный шрифт, плюс 3,54% за год. То есть вполне себе адекватно ведет себя рынок жилой недвижимости. А следующий у нас город, муниципалитет Страволос. Видим, отрисована Google Map карта, такое светло-желтое пятно, да, так оно расположено.
Ну, видим, что апартаменты новые, класс А, Б, С, Д, Е, Ф. Здесь попали также и старое жилье. В основном здесь присутствуют новые жилищные комплексы, но старые тоже есть, как я говорил, я все это объединил. Видим, что рост за месяц 1,044%. И средняя стоимость квадратного метра из старого и нового жилья 1984 евро за квадратный метр. Друзья, еще раз напомню, мы говорим о вторичном рынке. Жилье, которое сдано в эксплуатацию, в котором живут люди. Новое жилье, первичный рынок его называют, это жилье, не сданное в эксплуатацию. То есть здесь не присутствует выборки первичного рынка. И только вторичный рынок, новое и старое жилье. Также можете посмотреть по локациям, как очень сильно меняется стоимость квадратного метра. И еще раз повторюсь, это рост плюс 1,04% за месяц. Можете посмотреть, опять же, по ценовым зонам, как и где менялась стоимость квадратного метра, и в абсолютных цифрах также посмотреть. Переходим к следующему слайду и, конечно же, посмотрим, что в муниципалитете Страволос произошло за 1 год. Период исследования декабрь 2024 год 1917 евро за квадратный метр. И декабрь 2025 год 1984 евро за квадратный метр. Что в целом показало, внизу видим подытоживающие данные, 3,50% за год. Ну, вполне себе нормальный рост, вполне адекватно рынок себя ведет именно в провинции Никосия, так и в городах, муниципалитетах, которые входят в данную провинцию. А следующий слайд, здесь мы говорим о муниципалитете Локотемия. Видим также, что новое и старое жилье в выборку попало, это сводные данные, обобщенные, так сказать, два вида жилья попали сюда. Рост небольшой, плюс 0,28% за месяц. И стоимость, средняя стоимость 2070 евро. Ну вот, все это вы можете посмотреть по ценовым зонам или по локациям, в абсолютных цифрах, сколько стоит квадратный метр, и насколько он подорожал за всего лишь 1 месяц. А следующий, друзья, слайд, этот же самый у нас город-муниципалитет Локотемия. Мы посмотрим, что произошло за год. Декабрь 2024 год. 2011 евро за квадратный метр. И декабрь 2025 год 2070 евро за квадратный метр, что показало рост в годовом измерении 2,91%. Ну, можно округлить до 3%. Также можете посмотреть по ценовым зонам, а точнее по локациям стоимость квадратного метра в евро. Ну и рост в данном случае также за год в процентном соотношении. Следующий, друзья, слайд. Здесь у нас муниципалитет Латвия. Видим, что также в выборку попали и новое, и старое жилье. Незначительная динамика роста за месяц, плюс 0,42%. Средняя стоимость квадратного метра 2003 евро. Ну, собственно говоря, по локациям можете посмотреть внизу в этой табличке. Здесь все очень подробно расписано. Следующий слайд мы будем говорить уже также муниципалитет Латвия, но будем говорить, что произошло с недвижимостью в течение 1 года. Период исследования декабрь 2024 год, это 1951 евро за квадратный метр. И декабрь 2025 год, 2003 евро за квадратный метр, что, в общем-то, показало динамику положительного роста. Внизу красная черта, вот это шрифт, 2,68% в течение 1 года. Но тоже вполне себе адекватно ведет себя рынок недвижимости данного муниципалитета. И, друзья, последний, шестой у нас город-муниципалитет, который мы рассматриваем. Здесь мы видим, что муниципалитет Дали. Не путайте с художником Дали. Ну, кстати, вот на карте вы видите такое пятно, это отрисовывает Google Map границы муниципалитета. Здесь
вот здесь сам город-муниципалитет, и достаточно много, если вот приблизить, ну, мы делаем вот сейчас интерактивную карту, надеюсь, сделаем, вот эта война никак не дает как бы нормально работать, то есть собрали всех мужчин, которые в проекте участвовали на войну, поэтому, ну, как можем, так и справляемся. Но здесь достаточно много вмещается в населенных пунктов или даже агломерацию составляет из населенных пунктов, которые входят, административно подчиняются муниципалитету Дали. Итак, видим, что в выборку попали и новое, и старое жилье. Но здесь, друзья, у нас динамика снижения за месяц минус 0,28%. И жилье, наверное, одно из самых бюджетных по всей провинции. Никосия 1813 евро за квадратный метр. Ну, можете посмотреть по локациям. Здесь в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, здесь снижение в процентном соотношении. Следующий слайд. Здесь мы видим, что произошло за год. В данном муниципалитете 1861 евро у нас в декабре 2024 года. И в 2025 году, в декабре, это уже 1813 евро за квадратный метр, что показало динамику снижения минус 2,58%. Но это, друзья, совсем плохо. И уже сейчас будем разбираться, что такое хорошо, что такое плохо. Сводные, обобщенные данные будем смотреть в целом по провинции Никосия. Итак, друзья, первое, наверное, вот это, да. Здесь краткосрочные процессы длиною в 1 месяц. Сравниваем декабрь с, естественно, ноябрем месяцем. Здесь и новое жилье, видите, и старое жилье. Давайте то, что я подробно говорил вам в течение 20 минут, а здесь подытоживающие данные. Итак, новое жилье в Никосии, оно, ну, я выделил новое и старое только в городе, муниципалитете Никосия. Почему? Потому что там явно есть и новое жилье, и старое жилье. А все остальные здесь смешанные выборки. Итак, мы видим, что за месяц на 0,71% новое жилье подорожало. Также ну, видим, что апартаменты новые и старые, но уже по всей епархии, по всему, так сказать, провинции видим, что 2080, нет, 2008 евро квадратный метр. Ну, это среднеарифметическое, сюда и вошли, видите, Никосия, Агиос Деметриус, Стравалас, Логотомия, Лаци и Дали. То есть вот это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Сравнивая, естественно, декабрь 2025 года, 2008 евро за квадратный метр по целой провинции, это старое жилье, с ноябрем 2025 года, это 1996 евро, мы видим, что динамика роста, друзья, за месяц 0,61%. Единственный у нас муниципалитет, город Дали, показал динамику отрицательную, то есть это динамика снижения на 0,28%. Ну и последний, друзья, слайд, подытоживающий, так сказать. Здесь мы видим период сравнения у нас, год. Совершенно верно, да, мы видим год. А давайте-ка я вот попробую. Ну ладно. Итак, вверху можете прочитать. Значит, новое жилье подорожало на 4,5%. Это у нас, видим, Никосия. Индекс положительный, единичка, запятая, 0,40. Ну, что такое индекс, друзья, рынка недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует состояние рынка недвижимости. Немного расскажу о себе, это, так сказать, реклама, да? В Украине компания Lim Consulting и я, скромный ваш слуга, одни из немногих, а точнее, наверное, там несколько компаний, 2 компании, которые считают индексы рынка недвижимости. И, в общем-то, эти индексы готовят для крупных банков, которые работают на территории Украины.
Ничего подобного, друзья, на Кипре никто не делает. Но вот видите, я пытаюсь показать, что для финансовых учреждений там специалисты, которые работают, они знают, как хорошо меняются деньги во времени, стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине и на Кипре знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И вот на примере вам нового жилья в муниципалитете Никосия показываю, как он считается. 2982 евро стоимость квадратного метра делим на 2866 евро и получаем рост в годовом измерении 4,05%. И индекс положительный единичка, запятая 0,40. Поэтому, друзья, кто меня смотрит, кстати, мои видео озвучиваются на греческом языке, озвучивается дубляж, то есть дублируется на греческом языке, на английском языке, можете послушать, на испанском, на немецком, на французском и итальянских языках. Все вы это можете послушать на том языке, который более вам приятен. Но цифры, понятно, что их не надо переводить, они понятны. Поэтому, друзья, кто работает в финансовых учреждениях, это управление по рискам, как правило, не стесняйтесь, в описании канала есть мой Viber телефон. Звоните, составим техническое задание, и финансовые учреждения будут получать полную картинку, что происходит с недвижимостью, под которой их финансовое, то или иное финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Это архиважно для мониторинга залогового портфеля недвижимости для любого финансового учреждения. То есть или делать это самостоятельно, но, скорее всего, таких специалистов здесь нет. Если в Украине их нет, то здесь, наверное, тоже нет. Поэтому лучше нанять компанию, которая будет это делать. Вы можете поинтересоваться, кто такой Андрей Гусельников, какая компания Alim Consulting, то есть и увидите, что ничего плохого обо мне вы не услышите. А наоборот, вот эти все компетенции, которые я вам показываю, рассказываю, они присутствуют. Присутствуют как лично у меня, так и, в общем-то, у компании. Итак, переходим к старому жилью. Видим, что средняя стоимость квадратного метра 2008 евро за квадратный метр, это декабрь 2025 год, и декабрь 2024 год, это до 1963 евро за квадратный метр, что показало динамику роста плюс 2,32%. Рост видим положительный в целом по муниципалитетам, так и в целом по провинции. И индекс положительный единичка, запятая 0,23. Друзья, вот теперь давайте, я хотел, помните, я вам говорил, что такое рост стоимости адекватный или же неадекватный. Вот здесь вверху вы видите макроэкономические показатели. И вот давайте, ну, видите, ВВП – это официальные данные, которые публикуются Евростатом. И я вам показал инфляция, да, там вот у меня не вижу, почему-то закрывает картинку. Ну ладно, я на память помню, что 2020, вот этот пятый год, который прошел, о котором мы сейчас говорим, планировалась инфляция 2%. Я думаю, что в феврале инфляция будет не 2%, а в феврале будет статистика, это будет, я думаю, что 2,5–3% это вот, ну, что называется, не надо даже придумывать. Я почти в этом уверен, что порядка 3% будет инфляция в 2025 году. Была, вернее, да, уже прошел год. Что такое инфляция, друзья? Напомню вам, есть закон стоимости, и он гласит о следующем. Экономика любого, так сказать, любой страны работает адекватно, когда количество выпущенных денег, в том числе и фиатных, бумажные деньги, там есть агрегат М0, М1, М2 и так далее, то есть все деньги, которые есть, они не превышают выпущенных товаров и услуг. То есть вот этот некий баланс, который позволяет не развиваться инфляционным процессом. Как только включается печатный станок, появляется больше денег, эти деньги сразу же обесцениваются, включаются инфляционные процессы,
И, естественно, за обесцененные деньги вы все меньше и меньше можете приобрести товаров и услуг. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. Так вот, при инфляции 3% годовых, как я себе предполагаю, сейчас пока 2% показано, а рост стоимости в целом видим провинции 2,32%. Это вполне адекватное поведение рынка. Почему? Потому что именно настолько, насколько девальвировала евро, настолько и выросла стоимость квадратного метра практически по всей, так сказать, провинции. Наибольше всего выросла стоимость квадратного метра, мы видим, что в Латвии за год. Нет, я прошу прощения, ошибся, Страволос, да, Страволос на 3,60%. Дальше мы видим Агиос Дометиус 3,54% за год выросла стоимость квадратного метра. И Никосия выросла на 3,5% за год. То есть, по сути дела, ваша недвижимость не обесценилась. В отличие от недвижимости, которая находится в городе-муниципалитете Дали. Здесь снижение на 2,5%, да плюс еще инфляция на 3%, то вы можете понимать, что произошло с недвижимостью, насколько она подешевела. Поэтому, друзья, также можно посмотреть, и я это буду готовить уже ежемесячно. Пассивный доход. Поговорим по пассивном доходе, то есть недвижимость может генерировать денежные потоки, если ее сдавать в, так сказать, аренду. И этому посвящу отдельное видео. И каждый из, так сказать, собственников недвижимости на острове Кипр может посчитать свой пассивный доход и, в общем-то, понимать, насколько инвестиции в недвижимость выгодны или же невыгодны. Все это я дам с цифрами, посчитаем вместе, я думаю, будет достаточно интересно. Ну а пока, друзья, заканчиваю показ данного видеоролика. Помните, что я, скромный слуга и компания Олимп Консалтинг, готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, дизлайки, это приветствуется. Говорят, алгоритм у YouTube, в общем-то, любит, когда некую активность проявляют люди, которые смотрят. Ну, а еще вы должны помнить, что для того, чтобы не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр, южной его части, вам необходимо, что, еще раз говорю, смотреть мои видео не больше, не меньше. Итак, друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.